души. Пока я в Москве, гуляю по своим любимым местам и хочу ими поделиться с вами. Сегодня мы приехали в одно из моих любимейших мест, это Северный речной вокзал. Расскажу вам немножко, почему он так любим мной, что меня связывает с этим местом. Посмотрим его после реставрации. Я еще сама не была, реставрация закончилась в 2020 году, а я в это время была уже в Турции. Также поведаю вам, почему Москву называют портом Пяти морей. Это тоже связано с Северным речным вокзалом. И просто прогуляемся по красивому месту по берегу Москва-реки. Ну, вначале я хочу вам показать, конечно, снег. Посмотрите, у нас уже 20 числа марта, и какой снег. До сих пор еще в Москве снег. Вот мы подошли к моему любимому Северному речному вокзалу. Выстроен он в форме корабля, очень красивый, большой. Построен он был в 1937 году. На входе нас приветствует девушка с парусником. Она символизирует наполнение Москва-реки Волжской водой. Шпиль в районе 27 метров, венчает его звезда диаметром 5 метров, и украшена она уральскими самоцветами. А вот статуи — это у нас рабочий, колхозница, красноармеец и краснофлотец. С этой стороны у нас красноармеец, краснофлотец. Здесь мы можем с вами увидеть два памятника на открытии канала, были установлены. Медальоны ручной работы. Символизируют эти медальоны значимые объекты и достижения того времени. Канал, вторая, 32-37 канал имени Москвы. Огромный парк, очень красивый, со статуями, со скульптурами, с фонтанами. Видите, вводят экскурсии. Ну, пойдемте в сам вокзал зайдем. Красивое очень здание. Экскурсия нас перебивает. Здесь у нас парадная зона с гербами союзных республик. Вообще сам вокзал поделен на 3 зоны. Это парадная часть. Видите, какие светильники. Это оригинальные светильники. После реставрации их, видимо, восстановили просто. Это моя дочь, кто еще не знает. Ресторан «Волга-Волга». Кстати, здесь снимался фильм «Волга-Волга». А мы с вами идем в зал ожидания. В зале ожидания сейчас находится филиал Музея транспорта Москвы. И также проходят здесь разнообразные выставки. А здесь, видите, ресторан «Волга-Волга». Ну, пока в ресторан не пойдем. Просто сниму отсюда. А вон, смотрите, кто-то в Тушино рванул пивком по льду. Страшно уже тает. Ну да. Вот балбесы какие, а? Бесстрашные. А это медальоны уже с другой стороны. Их всего 24, по 12 с каждой стороны. Главный архитектор, вернее художник, это была Наталья Данько. А это непостроенный дворец Советов, который планировался, одна из высоток Москвы. Но в связи с Великой Отечественной войной ему так и не удалось быть построенному этому дворцу. Станции метрополитена запечатлены. А вот фонтаны. Один из них северный. Это, видите, белые медведи. Полярный, по-моему, он называется. Белые медведи и гагары, гуси. А с другой стороны южный. Туда потом подойдем, посмотрим. Хотела рассказать, почему так дорог мне этот вокзал. Я проработала одной из навигаций. Получилось это так. У меня подруга в Красноярске ходила по Енисею проводницей и рассказывала такие прелести, какие красоты они проезжают, как все замечательно, как она там отдыхает. И я загорелась, и мне захотелось тоже. Попросила отца, он был у меня номенклатурный работник, позвонил министру речного транспорта, тот спустил заявку, так скажем, начальнику отдела кадров Северного речного пароходства. И меня взяли на флагман. Тогда это был теплоход Грибоедов, обычной проводницей.
Мой отец, кубанский казак, человек очень широкой натуры, за то, что меня устроили мыть полы и унитазы, на теплоход подарил дачный участок на Волге начальнику отдела кадров речного пароходства. Такая история была. Навигация, конечно, прошла изумительно. Вахты, уборка, вечером дискотеки, бары. Но уже на следующий год, на вторую навигацию я уже не захотела, так как очень тяжелая работа. Работали мы, наверное, круглосуточно. Были такие даже времена, когда мы ходили до Астрахани и до Санкт-Петербурга, до Ленинграда. И были такие моменты, когда туристы выходят с теплохода, ты убираешь каюты, это целая палуба была, плюс холл, убираешь, и на ночь заселяют тебе иностранцев под гостиницу. То есть ты должен застелить им постель, приготовить, как горничная в гостинице, все приготовить для иностранцев. Иностранцы переночевали, уходят, и ты должен заново все убрать до 3 часов для того, чтобы уже заселились туристы, которые пойдут с нами, поплывут, нельзя говорить, пойдут с нами до Астрахани или до Санкт-Петербурга. Конечно, очень утомительно, очень тяжело, но и очень здорово. Осталось такое послевкусие очень приятное, хотя и очень тяжело было, и очень сложно, но послевкусие, воспоминания очень приятные. А потом, в 2008 году, мы уже с дочерью, она у меня маленькая была, я решила вспомнить юность, и мы с ней также пошли на теплоходе до Санкт-Петербурга. На этом же теплоходе, на Грибоедов, но я уже была как турист. Так что вот такие воспоминания меня связывают с этим местом. Ну что, пойдемте дальше посмотрим. Это макет речного вокзала. Видите, в форме корабля, как он построен, как будто прогулочный корабль. И посмотрите, какой огромный парк. Видите, сколько народу гуляет. Много причалов, большая территория. Какие монументальные постройки были во времена сталинской эпохи. Сейчас это посмотрим, какой шлюз. Шлюз 6 Икша. Интересно, так подплываешь, вроде бы высокие стены, потом вода наполняется, и ты можешь выйти даже походить, пока теплоход стоит в шлюзе по берегу реки. А это причалы. Видите, как они оформлены. Они действующие, также к причалам пристают суда. Столько было судов, что иногда стояли даже несколькими бортами. То есть возле одного причала стоит теплоход, и через него проходишь на другой теплоход. Здесь, кстати, забыла сказать, есть бассейны. Сюда можно приезжать купаться в бассейне, да, Маша? Да. Московская энергетика здесь очень чувствуется. Именно такой старой Москвы. Видите, скульптуры в парке. Так почему же Москва считается портом 5 морей? Многие слышали эту поговорку, но не все понимают, почему вроде бы в Москве моря ни одного нет, не то что 5. Это в связи с тем, эта поговорка или присказка появилась в 30-х годах прошлого века, когда построили канал имени Москвы, соединяющий Москва-реку с Волгой. Канал протяженностью 128 километров. И у людей появилась возможность путешествовать на Азовское, Черное море, Каспийское, Белое, Балтийское. И так шутливо стали называть, что Москва – это порт 5 морей. Теперь будете знать, откуда идет одно из названий столицы нашей родины Москвы. В 70-е и 80-е годы пассажиропоток составлял до 1,5 миллиона пассажиров в год. Потом в связи с перестройкой это, конечно, поубавилась цифра. Случился небольшой застой в речном пароходстве. Но сейчас, надеюсь, наступит новая эра.
московского речного судоходства. Надеюсь, что пассажиропоток опять будет приличным. Кто не знает, как провести свой летний отпуск или каникулы, всем рекомендую. Проезжаешь Ладожское озеро, Онежское озеро, Валаам, Кижи, Ярославль. Красивейшие места нашей необъятной родины, неогранной родины. И в конце нашей прогулочки сегодня по дороге домой решили прогуляться по Красной площади. Раз у нас уже такой прогулочный день, видите, какие тут матрешки. И мы таким переходом от метро выходим опять на Никольскую улицу. Сегодня она подсвечена. Да, сегодня я вам покажу ее вечером. Смотрите, красота какая, видите, на Никольской вечером. Я вам ее снимала днем, а сейчас показываю вечернюю улицу Никольскую. Здесь много всяких ресторанчиков, закусочных на Никольской. Выступают всякие барды, коллективы. Что-то наподобие Старого Арбата. Да, это светится ГУМ у нас подсвечивается слева. Вот камера на него смотрит. Ну, ГУМ я вам показывала уже. И мы прямо выходим на Красную площадь. Давай на 0-й километр сходим. Видите, какие тут ангелы. Новая заря. Это духи. Не хочешь себе? Нет, спасибо. Российские духи, кстати, они сделаны. Новая заря, как они назывались? Красная Москва, по-моему, духи. Это точный аналог Екатерины, по-моему, еще. Или царской семьи, в общем. Вот видите, ГУМ как красиво подсвечивается. Колокола. Правильно. Идем к 0-му километру, откуда начинаются все дороги Российской империи. 0-й километр, становятся в круг и через левое плечо кидают на восток монетку, загадывая желание. Это кто у нас в красных? Забыла, как их. Янычара хотела сказать. Царская охрана. Да. Это форма стрельцов. Бьют часы на Спасской башне, провожая день вчерашний, да? И звонят колокола. Да. Мостовая булыжная. Да, и если прямо идти, то мы выйдем к Москва-реке, на которой сегодня гуляем. Да. Только уже не к каналу, а к реке. Да, прямо у нас Москва-река. Не очень камера, конечно, передает вечером цвета, но во всяком случае. И прожекторы на ГУМе. Да, прожекторы на ГУМе. Все почему-то любят фоткаться на Красной площади сидя. Ага. Рубиновые звезды.
Кровавый орел. А это мы с вами поднимаемся на эшафот, где рубили головы. Такое лобное место, где наказывали Монетки кидают. преступников. Ага.